Правительство решило не продлевать запрет на экспорт бензина на август, и идут разговоры о том, что и в сентябре-октябре. Пока какого-то подтверждения официального нету. Уже есть, да. Ну, хорошо. Значит, в сентябре и октябре тоже не будет экспорта. Давайте... Ты вот о фильмах вспоминал. Василий Любабаевич, вы ромашку тут устроили. Экспортируем, не экспортируем. Экспортируем, не экспортируем. Давайте первого заместителя министра энергетики, цитату, прочитаем. Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, вышеперечисленные, снятие запрета на экспорт в августе не будет. То есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Вот. Ну, сентябрь-октябрь – это все-таки сезоны, это время снижения сезонного спроса на бензин, при том, что раньше, по сути, уже в августе можно было говорить, все, стоп, ну, конец августа, дальше все приехали по домам, дети пошли в школу, активного туризма нет. Но сейчас все-таки и в сентябре, и даже в октябре еще нужно держать руку на пульсе, потому что люди стали ездить больше, чаще и активней. Ну, и данное решение... И посевная кампания тоже никуда не исчезает. Это дизельное топливо. Мы сейчас вот про... Да, посевную кампанию мы не отменяем, но это уже август-сентябрь. Активное использование дизельного топлива. Нам тут уже написали о своих опасениях по поводу этого периода. Но, вы знаете, тьфу-тьфу-тьфу, вот прям тьфу-тьфу-тьфу. Но по дизельному топливу на данный момент, вот пока мы с вами говорим, не в плане котировок на бирже, не в плане данных о запасах, каких-то проблем нет. Вот прям все учли, что можно было учесть. Опять же, тьфу-тьфу-тьфу, еще разок. Все, что нужно было учесть в ходе ценового кризиса 2023 года, учли, и вроде как все в этом плане в порядке. Исключительно рыночно, просто запретили экспорт. Стоп, экспорт дизельного топлива пока не запрещен. Все еще Я говорю пока, но это, кстати, отдельно проговаривалось Павлом Сорокиным, мол, дизельное топливо все нормально, оно может идти. Риторика, кстати, прекрасна. Никаких проблем с оптовой торговлей, никаких проблем с доставкой до конечных пользователей, но экспорт запретим. А проблем нет. Вот какие-то коварные люди нам говорят, что вакуум легче гелия, летайте на вакууме. Нет, неправда, вакуум не легче гелия. Вот у нас тут сидит дипломированный физик, он вам все объяснит. Давайте вернемся в тему. Летайте на вакууме, прекрасно. Так вот. Ну, это люди коварно издеваются. Нет. Извините, но гелий будет легче вакуума. Так вот, как изменилась статистика по сравнению с прошлым годом, а то мы как-то, знаете, очень фривольно к этой теме подходим, а тема предельно серьезная. Снабжение моторным топливом. Давайте вот краткую выжимку, опять же, из выступления первого замминистра энергетики посмотрим. По переработке, по поставкам бензина на внутренний рынок и по экспорту. Итак, у нас переработка нефти больше на 4% к настоящему моменту относительно того же периода прошлого года. Поставки бензина на внутренний рынок в июле выше на 5%, экспорт ниже на 33%, но вот здесь я лично сделаю оговорку. У нас дело в том, что в 2023 году за первые 3 квартала года экспорт бензина вырос примерно на 30-33%. Не бензина, моторных топлив вообще, и вот бензина и дизельного топлива в частности. На 30-33%. Поэтому текущее снижение экспорта моторных топлив – это возврат к тем нормам, которые были в 2021 и 2022 годах. То есть мы просто вернулись к тем показателям, которые были до вот того, как в 2023 году некоторые покупали топливо на бирже, потом смотрели на внутренний рынок, грустно вздыхали и везли это моторное топливо куда-нибудь в Турцию. Ну и вторая строка – поставки бензина в единственном числе. Хотя мы прекрасно знаем и наблюдаем на торгах на международной Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже о том, что возникла проблема с бензином 95, бензинов 2 массовых. Про сотый я промолчу. Ну, сотый, там порядка 2% потребления. Вот массовые 92 и 95. И если поставки некоего общего бензина выше на 5%, то дифференциация между 92 и 95 может дать удивительные результаты, если бы нам было разрешено об этом знать. А нам это запрещено. Вот опять же, чему стоит поучиться у тех же Соединенных Штатов? У них потрясающе собирается статистика, притом общедоступная. Есть управление энергетической информацией при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки. И вот можно сколько угодно ругать, но ведь поучиться хорошему надо? Надо. Вот вы можете зайти и посмотреть, сколько, куда и почем было поставлено бензинов, каких бензинов,
дизельного топлива куда Как поставили. и кем продается СПГ? В чей адрес? Притом проходит 3 месяца, и вот вам статистика. Можно сказать, 3 месяца. 3 месяца для таких объемов, для данных, которые собираются с десятка другого компаний, вы знаете, это очень хорошо. А если брать моторное топливо и цены на него, то они чуть ли не в реальном времени, эти данные обновляются. А мы так можем? Я уверен, что мы так можем, если захотим, но почему-то пока не хотим. Если организуем государственную информационную службу Министерства энергетики, но мы пока за это не беремся. Один раз взялись, не получилось. Второй раз желающих нет. Итак. Хотя места в матросской тишине полным-полно. Самолетом, поездом, автомобилем. Пишут мне название этого фильма. Да, именно так, видимо, и возят суги в Крым. Самолетом, поездом, автомобилем. Поэтому разница настолько значительная. Притом один автомобиль постоянно возят. Легковой. В багажнике. Согласен. Вот этот тороидальный баллон вытаскивают, а обратно уже как ехать? С толкача. Хотя сейчас поправят, что с толкача заводят. Ну, будем считать, что толкнули, и он сам поехал. Итак, лошадка довезла, нормально все. Давайте еще цитату по парламентской газете, как раз к вопросу об экспорте, о его объемах и, так сказать, перспективах. Объем поставок дизеля на внутренний рынок сейчас на 8% превышает показатели 2022 года. Аналогичная ситуация наблюдается с показателями экспорта. Кроме того, в России удалось создать прочный резерв по запасам бензина. Их объем на 1% выше, чем в начале лета. Я бы предложил читать так. Прочный резерв. Объем на 1% выше. Тут можно иронизировать про 1%, но 1% это действительно немало. В 2017 году разницы в 1% хватило, чтобы во второй половине года начался маленький по нынешним временам, но ценовой такой кризисочек. Маленький ценовой кризисочек. А там просто страшное случилось. Все прогнозировали, что будет падать потребление, а оно, понимаете, экономика Российской Федерации к 2017 году решила, все, я перехожу к росту. И население такое, что-то мы не ездим на машинах. Надо чаще ездить на машинах. И вот все, кто говорил, что будет падать потребление, оказались неправы, потребление выросло, к этому не были готовы, НПЗ на ремонт вывели и сделали запасы из учета пониженных вот этих вот прогнозов потребления, а потребление выросло. Как это? Отсутствие урожая – беда, и переизбыток урожая – беда. Вот это как раз такая ситуация. Поэтому 1% – это уже лучше его отсутствие. Правильно, что сравнивают с 2022 годом. Там более показательные данные для нашего времени, для нашего объема потребления, более показательные данные и по экспортам, и по поставке на внутренний рынок. То есть с 2023 годом, если вы сравниваете, там будет все прекрасно. На 33% ниже экспорт. А запрет на экспорт был? Был. Ой. Почему? Потому что у нас свободное рыночное отношение на внутреннем рынке нефтепродуктов. У нас есть биржа и биржевое ценообразование. Извините, но двигатель не заводят, а запускают. Я так и знал, что сейчас найдется кто-нибудь и начнет. Хорошо, критика принята, будем учитывать. То есть, как? Вы хотите сказать, даже запускают, даже если взять ручку и сделать брым-бым-бым? Потрясающе. Так вот, у нас как-то тема бензина, все, она уже 3-й или 4-й раз мы в нашей передаче касаемся за последнее время этой темы. Уже невозможно, переходим на тонкий и не очень тонкий юмор. Далее. Возможно, будет, введен запрет в сентябре и в октябре. Потом разрешен, потом введен запрет, потом введен отмена запрета эмбарго поставок. Да, я глобально опять хочу сказать. Да вот Борис тоже меня обычно в комментариях, что я тут хихоньки-хахоньки. Все, Борис заразился, он теперь тоже хихоньками-хахоньками на мой взгляд, действительно абсолютно нормальная обстановка. Май-июнь экспорт запрещен, июль разрешен, август запрещен, сентябрь-октябрь запрет продлен, потом разрешен, и это нормально. Это нормально, потому что у нас рыночное ценообразование, биржевые торги, фьючерсы, форварды, и все прекрасно. И 6 поставщиков на внутренний рынок. Я напомню, а кто не знал, я расскажу, что у нас поразительная история. Мне каждый раз, когда рассказываю, люди не верят. Опять же, если мы говорим о внутреннем рынке, о том, как у нас устроено, не сколько раз Байден упал или там почесались какие-то еще деятели, а что у нас на внутреннем рынке происходит. У нас рыночное ценообразование в оптовом сегменте и мелкооптовом. То есть у нас есть опт, который зависит от биржевых котировок.
Мы сейчас выведем за скобки вопросы регулирования биржевых котировок. Ну, просто вот выведем за скобки. Иначе за оставшееся время вообще ничего не успеем проговорить на эту тему. Но в рознице у нас частичная регуляция. То есть у нас в оптовом сегменте, еще раз обращаю внимание, у нас рыночное ценообразование, а в рознице частично регулируемое. Ну, только вот полуостров Крым может сказать, а у нас просто рыночное ценообразование. Кстати, все, кто видел вот эту замечательную фотографию, которую наш зритель прислал, может, перенести вот эти данные на Южный федеральный и Центральный федеральный округа. И если бы не было вот этой частичной регуляции, то сейчас цены бы такие были везде. И на всем юге, и в Центральном федеральном округе. Александр, а если Крым говорит, то Дальний Восток что делает? А Дальний Восток говорит «ой». Дальний Восток всегда говорит «ой». Так вот, у нас вот это вот регулирование здесь и оптовые цены там приводит к тому, что приходится периодически дергать рычаги, рубильник, нет, стоп-кран. Останавливаем экспорт. Топором соса. Да, вы запутались с вашими рыночными условиями, хорошо, я отрубаю экспорт. И постоянно подобное, не может происходить. Поэтому должен быть некий шаг, который позволит решить эту проблему. Если не на уровне регулирования, нерегулирования, это модели рынка с нами, я так думаю, надолго. Но с точки зрения вопроса о насыщении рынка. А это может дать только одно. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов, которая у нас ведется с 2011 года. Это так, еще раз, вдруг кто не знает. У нас производство моторных топлив выросло на миллионы тонн за прошедшие 13 лет. Кому это интересно? Сколько раз упал Байден, всем гораздо интересней. Но давайте цитату по поводу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а потом от бравурного вот этой цитаты, немножечко градус в город снизим. Волгоград. Почти. Владивосток, мне кажется, где-то там. Минэнерго ожидает стабильной ситуации в будущем. Благодаря модернизации НПЗ вырастет выпуск бензина на 4-5 миллионов тонн и дизеля на 15-20 миллионов тонн к 28-30 годам. Формально к 28-30 годам должны заработать порядка 29 установок вторичной переработки. Вторичной переработки нефти. И действительно, они позволят увеличить выпуск моторных топлив вот настолько. Это к тому, что уже произошло, к тому увеличению, которого мы достигли в настоящий момент. Но у нас модернизация нефтеперерабатывающих заводов, в силу того, что поставщики были немецкие, итальянские, и прочие вот эти вот хорошие, проверенные поставщики. Кстати, вопросов надежные. Надежные всегда, потому что, а как? У нас некоторые планы немножко сместились вправо, как это говорят. Просто раньше говорили о том, что к 2027 году должны были завершить вот этот этап модернизации, но теперь 28-30. 28-30, если удастся к этому моменту завершить текущие планы, это будет очень хорошо. Но удастся ли завершить, это вопрос. Местами действительно удастся, но в полной мере, будем надеяться, увидим. На этом фоне глянем на опыт соседей, если позволите. А то есть разные методы регулирования внутреннего рынка. Вот, например, индийский метод регулирования внутреннего рынка. Индия стала той редкой страной, где в последние пару лет цены на топливо пошли вниз. Такое заявление сделал индийский министр нефти Хардип Сингх Пури. По его словам, с конца 2021 года по апрель 2024 стоимость бензина в Индии понизилась на 13,6%. Теперь она всего лишь в 2 раза выше, чем в Российской Федерации, но это я так от себя. Давайте посмотрим на график соответствующий. Вот для понимания. Вы можете взять и свой внутренний рынок привязать к рынкам внешним напрямую. То есть свою розницу привязать либо к оптовым ценам на мировых площадках на бензин и на дизельное топливо, либо связать их с нефтью. Вот Индия пошла по этому пути, и у них с Китаем примерно одинаковые цены. Потому что они привязаны к одинаковым индикаторам. И очень здорово, когда цены на нефть падают, говорит, смотрите, с 2021 года, а вот по 2024 у нас вот сократились цены. А что там с ценами с 2019 года? А если посмотреть с 2014 года? И вот что это они туда-сюда бегают? А потому что изменялись цены на мировой арене. Тут, правда, вопрос. А мы можем
привязать к своей нефти. Нет. А мы можем Ни в коем организовать случае. торги своей нефтью Нет, ни в и коем сделать свой индикатор, и к нему привязывать У нас свои есть цены. два мнения. Мнение президента Российской Федерации, который дважды отправлял поручение в адрес правительства Российской Федерации в феврале 23 года и в мае 23 года о том, что необходимо привести налоговую систему в отрасли нефтепереработки в состояние, при котором она не будет приносить проблем государственному бюджету. И дважды был получен ответ. Не только от правительства, но и от нашей многоуважаемой Государственной Думы. Оба законопроекта готовило Министерство финансов, которое фиксирует то состояние, которое было до начала эмбарго и введения всевозможных потолков. И дважды Государственная Дума принимала в ускоренном порядке, совмещая второе и третье чтение. Вот просто надо вернуться к тому, что просит сделать президент Российской Федерации. Ну и завершая, я отвечу тут на вопрос, почему дизельное топливо дороже 95-го бензина, не может маргарин быть дороже сливочного масла, дизельное топливо не маргарин. Для увеличения производства дизельного топлива на примерно 15 миллионов тонн, которое произошло к настоящему моменту, ставились новые установки гидрооблагораживания, гидрокрекинга и так далее, и так далее. То есть это очень сложный продукт, весьма высококачественный. Это не мусорный продукт, каким его принято было воспринимать еще в нулевые и в 90-е годы. Обратите внимание, какой экологический класс там стоит. На этой оптимистической ноте на сегодня будем завершать, но, думаю, тему топлива мы еще с вами будем не раз поднимать, тем более посевная закончилась, уборка урожая начинается, вот теперь будем смотреть, что будет происходить с этим самым дизельным топливом, и, думаю, вопрос о цене дизельного топлива будет подниматься еще не раз, а на сегодня, дорогие друзья, все, присоединяйтесь к нам по воскресеньям в 7 часов вечера на Геоэнергетике Лайв. Всего хорошего, до свидания. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.